Сегодня я готовлю грузинское пхали из белокочанной капусты. Вкуснее и полезнее блюда вам не найти. Я взяла капусту весом 800 грамм. Также нам понадобятся грецкие орехи. Здесь у меня около 200 грамм грецких орехов. То есть пропорция должна быть примерно 1 к 4, 1 к 5. Капусты должно быть в 4-5 раз больше. И, конечно же, всякие специи. Это кинза. Кинза очень популярна в грузинской кухне и используется при приготовлении очень многих блюд. Здесь у меня около 50 грамм кинзы, 4 зубчика чеснока, 1 среднюю луковицу, здесь у меня сухой кориандр, винный уксус обязательно понадобится, пара столовых ложек будет достаточно, соль и красный острый перец по вкусу. Для начала нам нужно поставить воду на плиту, для того, чтобы в ней слегка сварить капусту. Пока вода закипает, подготовим капусту. Итак, разделим ее на 4 части. Удалим кочерышку. И теперь капусту вот так вот можно на листики разделить, чтобы она быстрее сварилась. В кипящую подсоленную воду опускаем капусту. Дождемся, пока вода закипит, и засечем 5 минут всего лишь. Через 5 минут достаем капусту. Как только капуста полностью остынет, ее надо будет измельчить. Для этого можете использовать мясорубку, кухонный комбайн или даже просто ножиком нарезать на маленькие кусочки, как вам нравится. Я буду использовать кухонный комбайн. Теперь измельченную капусту переносим в сито, для того, чтобы излишняя жидкость капустная слилась с нее, удалилась. Пока излишняя жидкость стекает с капустой, подготовим ореховую начинку. Для этого я также возьму кухонный комбайн. Сюда засыплю все необходимые ингредиенты. Это, конечно же, орехи, чеснок, разрезанный лук, кинзу. Также добавлю сюда полную чайную ложку сухого кориандра, соль по вкусу. Аккуратней с солью, чтобы не пересолить. Красный острый перец, тоже по вкусу. И также я добавлю сюда винный уксус, 2 столовые ложки. И все хорошенько измельчим до однородной консистенции. Посмотрите, все хорошенько равномерно измельчилось. Нам осталось только смешать вот эту ореховую начинку с капустой. Также в Грузии принято добавлять к пхали гранатовые зерна. Но это не обязательно, по желанию. Я очень люблю пхали с гранатовыми зернами, поэтому я добавлю. Это по желанию, сколько вам нравится. И тоже перемешаем. Попробуйте обязательно. Это очень-очень вкусно и полезно. Приятного вам аппетита! Спасибо за то, что смотрите. Подписывайтесь на наш канал и делитесь нашими рецептами со своими друзьями.